Добрый день, с вами канал Викинг Лайф и я его бессменный ведущий Сергей Гуд. У нас сегодня коротенькое видео, минут на 20, на 30 о том, как мы с Аллочкой... Добрый день. Добрый день. Как мы с Аллочкой подвели итоги нашего первого сезона. Для тех, кто первый раз смотрит наше видео, мы напомним, что мы семья из Латвии, Алла и Сергей Гуд, которые в этом году, в феврале месяце, купили земельный участок с домом в селе Молдаванское Крымского района. Мы стопроцентные городские жители, никогда в деревне не жили, правда? Правда. Ничего не умели, ничего не знали. И мы решили перебраться в село. И вот видео будет составлено таким образом, что мы будем показывать, что было до того и что сейчас. Будем вставлять наши небольшие такие ролики. Вот, и, как это называется, отчетно-перевыборное собрание, да, на участке семьи Аллы Гуд. Ну что, поехали. Аллы Гуд? Да, и Сергея. Весело. Да. Приехали мы в село Молдаванское Крымского района посмотреть несколько домов. Один дом мы посмотрели, на улице Комсомольская, 8 он находится, но он нам не понравился. Он внизу находится. И участок как-то не очень приличный, все деревья спилены. Вот. А это второй дом, ждем хозяйку. Он находится на улице Комсомольская, 29. Дом пустой, освобожденный уже. И он находится на улице, которая гораздо выше. То есть фактически на самом верху Молдаванского. Ну а там за горами и дальше дорога, это уже дорога на Крымск идет. Ну вот придет Нина, посмотрим, что это за дом. Ну, в принципе, внешне мне все нравится. Я дошел до самого края участка. И вот вдали розовый дом. Это тот, который мы рассматриваем. Самая высокая точка участка в 25 соток. И дальше он идет под наклоном к дому. То есть это самая южная часть участка. Трава, конечно, старенькая, деревья старенькие, но он квадратный, на возвышенности, потоплению не будет здесь. В феврале месяце мы купили земельный участок в 22 сотки в селе Молдаванское. До этого участок 7 лет не обрабатывался. Здесь жила старая бабушка такая. Вот, и мы первым делом занялись за то, чтобы этот участок чуть-чуть привести в порядок. Что мы самое первое сделали? Мы начали корчевать деревья. Ну вот так вот, неожиданно снег пошел, а участок нужно приводить в порядок. Приходится и в такую погоду тоже работать. Но ничего, после снега обязательно будет солнце. Ну сегодня у нас замечательная солнечная погода. Ну и как любые сельские жители, дачники, да, начинаются весенние работы в предусадебных участках. Вот у нас сейчас происходит такая работа, называется сжигание мусора, всякого хлама, деревяшечек всяких. То есть это вот кострище у нас такое, да. Но это уже второй или третий раз мы поджигаем его. Но тем не менее, это нужно делать. Тут сегодня не такой сильный ветер, да, а то вот пару дней назад, когда мы пылили, ну, соседям, которые были рядом, было не очень приятно. Они были в дым-завесе. Но зато их детишки радовались, они там играли в прятки, казаков, разбойников всяких. Вот, так что сегодня хорошая погода, мы занимаемся уборкой нашего участка. Кое-что я уже скосил, кое-что еще осталось, да, но тем не менее работы продвигаются. Сейчас у нас еще тут сарайчик один есть, его тоже нужно разобрать, сейчас я вам покажу. Вот это сарайчик такой, вот смотрите, видите, там сарайчик. Здесь бабушка держала поросят. Вот, поэтому его нужно разобрать. Поросят мы не собираемся держать. Вот, ну, этот сарайчик нужно будет разбирать.
Ну вот так вот наш участок выглядит после работы трактора. Мы убрали старый забор с соседним участком, выкопали все деревья, и теперь можно натянуть нормальный забор. Танковые баталии проходили на нашем участке. Замечательно ровный теперь заборчик, красивый, ничего не будет мешать расти помидорам, арбузам. Это сейчас вы видите приличный забор из сетки рабица, а до этого здесь были сплошные заросли вишни, алыча, еще какие-то кустовые растения. Было все очень грустно, да и забора как такового не было. А у нас собака, вот Арсений, безменный наш участник всех роликов. Поэтому мы выкорчевали все деревья, которые были вдоль нашей линии, забили столбики и натянули сетку рабицы. И так у нас появилась четкая граница нашего забора. Это самое первое, что мы сделали. Новый день, и у нас новые задачи. Сегодня у нас задача натянуть на тыльной стороне нашего участка забор из рабицы. Мы когда корчевали деревья трактором, мы снесли здесь кустарник, старый орешник, вишню. Вот. И теперь ровный участок, ровная граница. Я натянул мерную ленточку. Вот рабица лежит, главный инструмент кувалда, вилы, грабли, ну и столбы. Столбы я взял трубу обычную, значит, отгрунтовал, покрасил ее. Труба 2 метра, рабица 1,30 м. Значит, это на полметра в глубину можно будет забить трубы. Сразу скажу, это эконом-забор, и в основном для того, чтобы на нашу территорию соседские собаки не забегали, ну и чтобы Арсений... Так, где наш тут Арсений? Вот Арсений, вот, да, Орса, покажись. Вот, чтобы вот этот собакин просто-напросто не гонял не по своему участку, да, собак. Ну и оставалось. Ну и тут еще у нас рядом соседи с детьми маленькими, да, значит, хозяйка немножко беспокоится за них, что вот такая большая собака вдруг укусит. Но на самом деле Арсений нормальный, дрессированный, никого не кусает. Поэтому у нас сегодня задача, мы строим забор. Так как участок давно не обрабатывался, и здесь ничего не росло, кроме деревьев и травы, нам нужно было вспахать землю. Мы вызвали трактор, и трактор нам вскопал весь участок. Второе. Ну и после того, как он вспахал, на следующий день он пришел, трактор приехал с фрезой и перекопал все фрезой. У нас участок подготовлен для вспашки. И вот к нам на участок заезжает новый трактор, синенький, который будет вспахивать нам землю. Итак, новый этап — подготовка земли к вспашке. Ну, прямо сердце радуется от такого порядка. Правда, предстоит другая работа. Нам нужно сорнячки выдергивать, корешочки, которые были вытащены трактором, плугом. Но это не страшно. Главное, что земля вся перекопана.
Ну вот фрезой пройден фактически весь участок. Теперь он ровный, без деревьев, без пеньков. Осталось только вырвать траву, сорняк, и собрать обломки корней, которые остались после переработки. Мы готовимся к посевной. Все, ребят. Участок у нас находится немножечко склоном. К дому земля идет вниз. Такой небольшой спуск. И вот посередине участка, вот где-то в этом месте, у нас росло большое дерево орех. Он очень мешал. Плюс еще под орехом ничего не растет. У него крона большая. Я уже показывал неоднократно ролики, как мы его убирали. Но тем не менее, кто не смотрел эти ролики, напомню. Мы выкорчевали этот большой орех. Сразу на опережение скажу, что внутри он был гнилой. Просто что те, кто увидит этот ролик, чтобы не жалели его, какой большой орех я спилил. Он был гнилой. Красава. Также весной мы выкопали колодец в самом углу нашего участка, на самом высоком месте. Оказалось, проходит недалеко от поверхности жила. И вот мы выкопали колодец неглубокий, в глубину на 6 колец. Сделал я также крышечку, чтобы закрывалась. И вот у нас такая новостройка появилась. Это тоже было все сделано весной. И у нас новые приключения на нашем участке. Мы строим колодец. Вот только что нам на КамАЗе привезли вот эти замечательные 7 колец. И мы вот в этом месте выкопаем колодец. Колодец будет глубиной чуть больше 6 метров. У нас будет вода. И проблема с поливом нашего огорода будет решена. Ну все, ребята, с местом, где будет колодец, мы определились. И мы начинаем работу. Тракторист тот же самый, уже известный вам, лесоруб, он же экскаваторщик, в одном лице, который корчевал деревья на моем участке. Итак, дан старт копанию колодца, ставим бетонные кольца, расчетная глубина 6 метров колодца. Все. Первое кольцо для проверки.
Еще одно из самых важных строительных объектов у нас — это септик. Мы на своем участке выкопали ямы и установили 3 колодца. Так что это было одно из самых важных у нас заданий, потому что центральной канализации здесь нету. Вот, и нам нужно было просто это сделать. Тем более, что в доме, где мы будем жить, туалета не было. Мы проложили канализационную трубу и подвели эту канализацию. То есть вот так она идет. Канализацию завели в дом. Теперь у нас в доме подведен канализационный участок. И плюс еще мы сделали ревизию. Сейчас уже не помню, где-то здесь вот посередине. Для того, чтобы можно было подсоединить трубу дальше. У нас большие планы. В планах установить баньку, сделать специально мастерскую и винарню. Так что нам это все надо будет на будущее. После того, как мы вскопали землю, подготовили ее к посадке, это уже был конец марта, начало апреля, через интернет-магазин я заказал свои первые саженцы. Очень хотелось персиков, очень хотелось яблок, груш, слив, вот, плюс еще и ежевику, еще что-то. В итоге был сделан очень большой заказ, где-то, наверное, на 1025 рублей. И я начал рассаживать деревья. Через интернет-магазин я заказал 3 сорта персиков. Это персик сорта Frost, 4 дерева. Ну, к концу сезона, уже к осени, к сожалению, одно дерево не прижилось, оно умерло. И вместо него я посадил один сорт персика, который называется Жанна. Но про эту историю чуть позже. Итак, это Frost у меня. Потом я сделал небольшую аллейку и посадил здесь белого лебедя. 4 персика белого лебедя. Белый лебедь. У меня их 4 дерева этих. И 4 дерева персика сорта Краснодарский. Сейчас уже деревья выросли где-то 1,5 метра длины. Вот это Краснодарский. Конечно, уже осень. Листиков нету уже, они все облетели, но все 4 дерева, все 3 сорта живы. Ну вот, ребята, это первый персик, первое дерево, посаженное у нас на участке. Ощущение, конечно, незабываемое. Как говорят, нужно вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Сын у меня вырос, дом у нас есть, и вот оно дерево. Персик, белый лебедь. Очень важно было в самом начале нашего этапа развития сада, сад мечты, как я его называю, все спланировать, где что будет расти. И когда у тебя пустой участок, довольно сложно это все держать в голове. Но тем не менее, одна идея у меня была такая. Я сделаю аллею из фруктовых деревьев. И здесь я посадил груши, яблони, сливы и абрикосы. На расстоянии 2,5 метров от соседского забора я сделал прямую такую аллейку и высадил фруктовые деревья. У меня все они здесь колонновидные, то есть я специально сажал колонновидные деревья. И вот здесь самое первое, что у меня в начале аллеи, это груши сорта Величия. Их всего лишь навсего 5 штучек. Следующее это яблони. Не знаю сейчас почему, но мне очень понравился этот сорт. Он называется яблоко чувства. И я этих деревьев аж 9 штук посадил. Вот не знаю, просто вот понравились они мне. Тоже колонновидные яблони. И еще 5 деревьев, которые были сразу же весной посажены. Это сливы, тоже колонновидные. Они называются «Мой рай». Но место
до участка, до края участка у нас еще было. И мы решили с Аллочкой, что очень хочется абрикос. И мы здесь посадили мелитопольский, один вот абрикосик, и второй царский. Тоже один. Ну и в самом конце, где сейчас у нас уже компостная куча находится, мы посадили черевишню. Такая вот маленькая черевишня. И слива. Ну, сливу вы даже не увидите. Венгерка. Вот такая вот венгерка. Как-то она у нас плохо прижилась, мучилась, но сейчас вроде бы получше. Посмотрим, как это будет весной. В итоге, вот прямая дорожка. И с левой стороны у нас вот посажены фруктовые деревья. Это было все сделано весной. После того, как я выкорчевал здесь орешник, раз, наверное, 10 проходил мотоблоком, выравнивал, перерабатывал, вытаскивал этот несчастный пырей, была подготовлена земля, и мы посадили 3 сорта ежевики. 12 кустов, 2 метра между ними, 2,5 между рядами. Это вот сорт Лахтей. Небеса могут подождать. И третий Натчес. Это сейчас они уже такие большие, скажем, веточки. А когда я их получил, это были саженцы сантиметров 20. Они долго у меня простояли в доме, потому что еще было холодно, земля была не совсем готова. И когда я их высадил уже в землю, они получили солнечный ожог. Но вот была такая неприятность. Но сейчас все в порядке. Есть, конечно, по одному кусту в каждом виде, которые засохли, но я уже знаю, как их можно вырастить. Это вот эпопея с ежевикой. С посадкой ежевики закончилась. Были праздники, была дождливая погода, но тем не менее мы все благополучно это сделали. Теперь у меня в огороде посажено 3 сорта ежевики, Натчес, Небеса могут подождать, и Лахтей. Последний сорт, который мы посадили, это Лахтей. По 12 саженцев каждого вида. Я между рядами сделал проходы по 2 метра. У меня 3 ряда. 2 метра это будет технический проход. И также между саженцами я сделал по 2 метра. Где-то рекомендовали 1,5 метра между саженцами, где-то 1,20 м, где-то 1,70 м, 2 метра. Я сделал одинаково 2 метра между саженцами, 2 метра между рядами. Напомню, что саженцы я получил ежевики давно, и они очень долгое время находились в доме, в горшочках. Ну, благо влаги хватало, я за этим следил. И теперь они все посажены. Вот они у меня 3 ряда. Значит, этот у меня вот первый, там где Арсений бегает, да, как раз вот между рядами он идет. Он научился ходить у меня по грядкам, не по грядкам, а по рядам, по проходу. Первый сорт Натчес. Дальше идет Небеса могут подождать. И последний, это, который мы буквально вчера закончили сажать, это сорт Лохтей. Вопрос такой, уже предполагаю, будет: зачем так много ежевики я посадил? Отвечу сразу. Это пенсионные накопления. Это мой фонд. Ежевика предполагает с одного куста, во всяком случае, вот то, что мне говорили знакомые, которые рекомендовали эти сорта, до 30-35 килограмм с куста. Рыночная стоимость ежевики 300-350 рублей за килограмм. То есть один куст может принести доход в среднем 8-10 тысяч рублей. Это как раз тот размер пенсии, который сейчас у меня получает Аллочка. Значит, один ряд, 12 кустов, это у нас годовая пенсия. Ну, у нас 3 ряда, значит 3 годовых пенсии. Во всяком случае, это чисто коммерческий проект.
для того, чтобы мы могли себя уверенно чувствовать. В дальнейшем уход за ежевикой не такой тяжелый, то есть минимальный. Главное вырастить. Осенью я сделаю нормальную шпалеру, поставлю, и уже через год у нас будет урожай. В этом году мы просто заложили фундамент нашего благополучия. У ежевики есть еще один плюс. Она хорошо хранится, и после сбора урожая те сорта, которые я посадил, они до 2 недель могут храниться. В отличие от других ягод, как клубника и малина, 2 недели ни одна ягода после сборки не сохранится. То есть это вот ежевика, скажем, ее большой плюс. Ну и еще такой момент, что у многих малина, у многих клубника посажена в Молдаванке. Ну, дабы не создавать конкуренцию ни себе, ни другим, я решил заняться ежевикой. Ежевика — это ранние сорта я посадил, она без шипов. Вот, это облегчит сбор урожая. 2-2,5 метра будут сделаны высота шпалеры. Вот, и в принципе я рассчитываю на успех в этом мероприятии. Целая история у нас связана с посадкой клубники. Но кто же не хочет клубнику кушать, тем более если у тебя есть участок земли. Нам подарил наш сосед клубнику. У нас 4 сорта, даже 5. Ремонтантная, потом, значит, Олимпия, Кембридж, Пандора и Парадис. И мы, когда делали грядки, опять же таки, не зная особенностей садоводства в Краснодарском крае, вот, мы сделали такие, как их называют местные, ванны, такие высокие грядки. И у нас клубника очень-очень плохо себя чувствовала. Она фактически у нас высохла. Мы ее поливали. Вот. Ну, сейчас клубника выглядит очень прилично. Вот. И к концу осени, не к концу осени, а к концу лета, я уже из своих саженцев развел клубнику. Теперь у меня второй ряд. Я уже спанбон натянул уже. Очень хороший сорт мне соседка тоже подарила. Чарусью, это японский сорт. И видите, у меня 25 метров 2 грядки с клубникой. Это мы тоже вот вырастили в этом году. Ну вот и подошел к концу дня наш рабочий день сегодня. Можно сказать, замечательный итог. У нас 16 метров грядки с клубниками. В самом начале мы посадили немножечко 5 кустов ремонтантной. Ну и пошло вот вначале мы. Это у нас Олимпия, ранний сорт. Вот такие ровные ряды. Между каждым кустом 35 сантиметров. Как по линеечке. Дальше идет сорт Кембридж. Это будет среднего созревания клубничка. И вот дальше поздний сорт Пандора. Вот это Пандора. И так почти до забора. Ну что, замечательно. В итоге оказалось не 120 кустов, а побольше, где-то 140, 130. По весне мы подготовили грядки. Ну, сейчас тут не увидите, что растет. Это у нас горчица такая вот взошла. Здесь были сделаны грядки, и у нас был посажен лук красный, белый, желтый лук, немножко чеснока. Вот, ну, честно скажу, что не совсем у нас удачно все это получилось. Поливать нужно было больше. Вот, но тем не менее у нас был лучок. Сейчас мы уже на зиму посадили чеснок. У нас уже опыт есть. Все, чеснок посажен. За домом у нас летом были посажены огурцы и помидоры. Я вам хочу сказать, что огурцы были замечательные. 2 сезона они у нас были. Ну, в смысле, 2 урожая, извините. Не обращайте внимания, что сейчас творится. Это уже мои осенние приключения. Вот, и вместо огурцов, вот где
отметки от шифера, да, мы здесь посадили уже по осени черную смороду. Ну и еще посадили 2 молодых дерева с черешней. У нас есть 2 дерева черешни, которые я осенью подрезал. Сказали, что это, скорее всего, сорт молдаванка. Хорошая черешня, вкусная, но деревья очень высокие, доставать ее неудобно, они были густые. И вот там вот пенечек, и еще там один пенечек, там были деревья абрикосы, джердела так называемые, которая была фактически выше крыши, и все ягоды были на самом верху. Доставать их было неудобно, они падали уже спелые на землю, разбивались, и в итоге я решил их укоротить. И надеюсь, что снизу пойдут у меня молодые побеги. Наступила осень, и я решил посадить еще деревья, те, которые нельзя было уже сажать весной. Я посадил 2 вишни, одна из которых называется «Чувство», вторая называется «Подбельская». Я по весне очень много деревьев поспиливал, и сейчас дровишки лежат у меня в дровнике. Вот. Ну и осенью решил закончить эпопею с обрезкой деревьев. Я подрезал 2 старых дерева семеренки, вишню, ну, как я уже говорил, абрикосы, черешню. И еще очень конкретно, вот там дальше я вам покажу, я обрезал дерево лыча. На самом большом поле, на самом высоком месте участка, на самом светлом, я осенью заложил свой виноградник. Это была моя мечта. У меня 3 вида, скажем, 3 срока созревания винограда. Очень раннее и среднего созревания. И посадил я 2 вида, скажем так, красного, белого. Это винный сорт винограда. У меня где-то по 12 столовых, у меня 14 сортов. И где-то 8 винных сортов винограда я посадил. Ну и кроме этого, на этом же месте по осени я посадил малину, да, малину, брянское чудо, Турусия и еще один сорт, я уже не помню. Вот, и здесь получается 25 метров, это будет малина. Тоже осенью все посадил. В самом конце участка, уже ближе к забору, по осени мы здесь посадили салочкой. Здесь, правда, не видно, она прикопана. Инжир, 2 дерева. Посадили грушу дюшес. Посадили красную смороду. Посадили крыжовник. Яблони летние посадили. Несколько видов. Вот. Ну и самое последнее, что у нас было. Мы сделали такой называемый сад экзотики. Недалеко от колодца у нас посажены 2 сливы, кабардинка, посажена айва, хурма, зизифус, мушмула, молодая айва. Вот здесь у нас как раз деревья. Это мы все осенью посадили. Ну и напоследок, самое главное, это то, что мы в нашем доме полностью поменяли крышу. У нас крыша с металлочерепицей сделана. И мы полностью поменяли стропильную систему. Сделали, чтобы свесы были на полметра от стены. Вот, это тоже осень. Ну еще такой момент, там вот за деревьями Аллочка повесила белье. Я построил летний туалет. Но это так, небольшая радость для нас. Вот в принципе такой отчет. Я вам рассказал то, что мы с Аллочкой успели сделать в этом году. Декабрь месяц, и мы сейчас уже просто наводим порядок на нашем участке, убираем листья, опиливаем деревья, скажем так, готовлюсь к тому, что нужно перейти уже в дом и заниматься ремонтом дома. Это очень важно. Нас поддержали соседи, сказали: вы молодцы, что начали
не с ремонта дома, а именно сада, потому что сад, он уже начинает расти. Ремонт дома и приведение в порядок участка, это может быть 2-3 года и более. Если вы не будете закладывать сад, вы этих 2-3 года потеряете. А на будущий год у нас уже будут и ягоды свои, и фрукты, и сад у нас уже будет расти. И времени на это уже понадобится гораздо меньше. И мы будем заниматься домом. И вот следующий год, наш 21 уже, да, это основная задача.